Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина жаждет вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет побаловать меня донатиком, все ссылки под видео. Мне будет приятно. Итак, мои любимые мальчишки, давайте смотреть. Что же у вас за энергетика, да? Что за энергетика? Знаете, вы человек такой довольно романтичный, хотя внешне вы можете быть и грозный, такой серьезный, вас могут побаиваться, но вы такой потрясающий в душе. Вы добряк, вы весельчак, вы душа компании. А какой вы заботливый, так, ну это, наверное, ну только в книжках такое бывает. Я говорю абсолютно без лести. Какой вы в отношениях бываете, да, потому что сейчас кто-то из вас однозначно проиграется, что вы холостякуете, да, такой сильный мужчина плачет у окна, почему-то хочется сказать, да, ну понятно, что не на людях вы плачете, но иногда мужскую такую скупую слезу приходилось вам пускать. Но в отношениях вообще вот я просто описываю, какой вы человек, какой вы по жизни, да. Вы настолько такой потрясающий романтичный, когда вы любите, это держитесь все, да. Это, знаете, женщина превращается в ваш центр вселенной. Вы делаете для нее все возможное и невозможное. Вы готовы ее носить на руках, в прямом и в переносном смысле. У вас были отношения, о которых вы вспоминаете с одной стороны с болью, с другой стороны с какой-то ностальгией, может быть, даже с таким трепетом и обманутыми надеждами. Почему? Потому что эти отношения разрушены. Здесь, скорее всего, появился третий лишний. И это был такой, знаете, удар в самое сердце, удар ниже пояса, как угодно называйте, но то, что вы пережили, ну, это такая адская душевная боль была, после которой, ну, реально у кого-то из вас могли быть очень нехорошие мысли, да. Опять же, это у нас уже когда-то было, выпадало в сигнификации, что, ну, были мысли у кого-то из вас уйти туда, куда-то к праотцам, да, на небеса. Были. Я не скажу у многих, но были среди вас такие. Я вам скажу, что кто-то из вас сейчас находится в стадии неопределенности. Вот вы до конца не определились. Вроде бы и сам уже привыкаю, да, либо же уже привык. С другой стороны, есть надежда вот все-таки встретить ту самую единственную, причем вы верите в судьбу. И вы считаете, что если женщина появится в вашей жизни, значит, это судьба, это так суждено. Но вы продолжаете перебирать женщин, скажем так, да? А вот та, которая задержится у вас, которую вы выберете, вы будете считать, что ну да, значит, это суждено. Вот раз она со мной осталась, раз я ее выбрал, значит, так написано свыше. Напишите, ребят, вот вы реально сейчас там выбираете, перебираете женщин, либо же вы вот четко поставили крест на своей личной жизни, все, никого не хочу, не буду. Давайте сделаем маленький опрос. Не забывайте все писать, да, кто хочет поддержать мой канал, вы знаете, что активность это плюс каналу, ну и, конечно, плюс мне. Я вам скажу, что у кого-то из вас даже есть сейчас такая, может быть, возможность выбрать из двух женщин. Я говорю некоторые, потому что, опять же, не забываем про общий расклад. Вы такой человечек, который... Ну, я не скажу, что вы на два фронта. Нет, просто есть вот две женщины, которые, может быть, вам симпатичны, на которых вы положили глаз. И вы, может быть, даже не можете определиться, кого же лучше выбрать, потому что обе хорошенькие, каждая по-своему. И может даже стоять такая вот дилемма довольно серьезная. Что же делать? Кого же выбрать?
Так, ну романтик, романтик, что я могу сказать? Хочется. Между прочим, вы, мальчишки, если вы не в курсе, я вам скажу вот потайные ваши души, мы немножко приоткроем. А многие не прочь из вас снова жениться, если появится достойная женщина. Кстати, напишите, давайте еще один опрос сделаем. Готовы ли вы жениться еще раз? Ну, только по-честному. Ну, понятное дело, если вы сейчас находитесь в таких убитых, разбитых энергиях, да, свежие раны, допустим, то, конечно, вы скажете, боже упаси, какая свадьба, от одной еле там сдыхался, да. Вот напишите, потому что, ну, в глубине души 100%. Ну, вы бы женились, вот если бы вам дали такой, вот небеса дали, да, такую женщину. Вы человек, который сильный и морально, и физически. У кого-то из вас проиграется работа, связанная с физическим трудом, после которой вы ужасно выматываетесь, но тем не менее, вот если появится новая женщина, вы забудете про эту усталость. Вы забудете, потому что вот любовь вас окрыляет. Вам просто жизненно необходима любовь. Вы не можете находиться, вот как-то жить полноценно без любви. Большинство из вас, еще раз подчеркиваю. Причем вы такой, знаете, мастер каких-то романтических поступков. Вы умеете красиво, там, я не знаю, может быть, ужин при свечах сделать, может быть, какие-то еще романтические прогулки. Там, знаете, вот как бывает, там, то постель розами усыпают, вот эта вот дорожка из роз, там, ну, то есть у каждого свой романтик, но, тем не менее, вы мастер этого. Давайте разбираться, какая же женщина жаждет вас. Эта женщина 100% одинока, у кого-то может проиграться даже вдова. Она не обязательно в разводе, может быть даже вдова. Женщина на момент знакомства, знаете, она может быть даже такая немножко вот с грустинкой в глазах. Потому что ей грустно, одиноко. Эта женщина, она обитает в вашем поле зрения, в вашем окружении. Я не буду привязываться к месту, потому что, опять-таки, это общий расклад. Да, она одинока, но, знаете, все мужчины, которые были в ее жизни, у нее не было много мужчин, сразу говорю, это не гулящая женщина. Все мужчины, вот, которые окружают ее, да, вот они как-то вот, ну, не по душе. Она видит, что кто-то несерьезный, кто-то нацелен просто на постель, да, ну, то есть она вот мужчин читает как просто как книжку, на раз-два читает. Вы же для нее показались такой более серьезный, глубокий, да. Естественно, вы с ней каким-то образом пересекаетесь, общаетесь. И неважно, по интернету, либо в жизни. Эта женщина, знаете, вот, может быть, даже чем-то, кстати, вы напоминаете ее бывшего мужа. Я вам скажу, что у большинства как раз может проиграться, что она как раз вдова. А поскольку мужа она любила, то в вас она вот увидела какие-то черты, да, что-то похожее. Может быть внешность, может быть характер. У кого-то может быть имя такое, как у мужа, да, у каждого по-своему проиграется. Но вот вы ее, знаете, вот привлекаете, как будто это ностальгия. Не обязательно, еще раз говорю, не обязательно это может быть там на мужа похоже, да, но вот на кого-то из прошлого. Это может быть, ну, я не знаю, черты характера, может быть, на ее первую любовь похожи, на отца, может быть, вы чем-то похожи. Поэтому вот она, когда с вами общается, у нее какие-то, ну, теплые очень ощущения. Это могут быть теплые воспоминания, ассоциации, да, вот с тем человеком, который был у нее когда-то. Только не надо говорить, что вот, я не хочу быть ассоциацией, да. Нет. Просто вот вы напоминаете кого-то из прошлого, да, кого она, может быть, сильно любила, к кому была привязана. Вы ее привлекаете, знаете, я бы даже сказала, какой-то своей еще таинственностью, потому что эта женщина далеко не все знает о вас.
Она может что-то додумывать, да, она может быть, даже больше так приукрашивать ваш образ, потому что мы, когда до конца не знаем человека, мы включаем свою буйную такую фантазию и додумываем что-то, придумываем, да, вот наделяем человека какими-то качествами. Между прочим, маленькое отступление, мальчишки, чтобы вы знали, очень часто люди влюбляются в придуманный образ. Особенно часто это бывает, когда вы общаетесь с женщиной по интернету. Да, вы увидели фотографии, там по видеосвязи, но все равно вы ее наделяете, вот женщину, какими-то качествами. А этих качеств может и не быть в жизни. Поэтому очень часто люди влюбляются в образ, а потом, когда встречаются в реальности, они очень сильно разочаровываются. Потому что образ и реальность – это две большие разницы. Поэтому будьте бдительны. Хорошенечко, если вы там по видео общаетесь, хорошенечко присматривайтесь. Может быть, как-то общайтесь на какие-то темы, чтобы вы четко понимали, какая женщина перед вами. А не так, что вы ее наделили там, что она такая белая, пушистая, она добрая, она щедрая. А в жизни потом встретились, а она скупердяйка, она злюка, она там такая сякая, понимаете? Чтобы не было вот этого подвоха. Что я вам еще скажу? Это женщина, которая, в принципе, знаете, вот она по жизни, она вообще довольно страстный человек. Но вот, может быть, даже из-за того, что вот она потеряла своего мужчину, и неважно, вот она похоронила его, либо же разошлась, все равно в любом случае ей было больно. Ей было больно, да. На момент вашего знакомства она может быть с грустинкой, да, потому что, во-первых, ну как-то осадочек остался, да, после вот этой потери ее. Плюс она видит, что вы особо ее не замечаете как женщину с другими мужчинами. Она не хочет, потому что она не видит достойных. Она достойным видит только вас. Но вы не замечаете. Поэтому как-то, знаете, будет период, когда она даже опустит руки немножко, и она уже, ну, не будет верить в то, что у вас вообще что-то может получиться. Что же вам сделать? Что делать? Во-первых, хорошенечко проанализируйте свое окружение. То, что я уже говорила, да? Вам нужно быть более решительным. Вот если вы поймете, о какой женщине идет речь, я не скажу, что вы с ней очень откровенны. Это еще такой маленький опознавательный знак. Да, вы можете общаться, но всех тонкостей вашей жизни, вашего там развода, либо же еще чего-то она не знает. Это не очень близкое общение, но тем не менее вы ей уже понравились. Она уже мечтает о вас, понимаете? Вам нужно больше быть активным, вам нужно, может быть, кто-то телефончик возьмет, может быть, кто-то пригласит на встречу, да, и тогда у вас вот все пойдет как по маслу. Причем я вам скажу, что у многих проиграется, что вы как раз будете жить, именно жить вместе, неважно, гражданский брак, обычный брак, да, законный, я имею в виду. Как-то вот у вас так сложится, да, что вы будете очень быстро сближаться, когда, опять же, вы сделаете первый шаг, еще раз повторяю. Будете очень быстро сближаться, и как-то вот у вас так все пойдет, что вы будете, ну, поддержка и опора друг другу. Вы будете все тяготы вместе проходить. Вы будете, знаете, иметь очень большой такой надежный тыл в лице этой женщины. Это как раз то, о чем многие мужчины мечтают. Когда ты приходишь домой, тебя встречают горячим ужином, тебя встречают в объятиях, поцелуем, да? Это женщина, которая уже жаждет вас, она уже рисует себе картинки, да, ей хочется поскорее с вами сблизиться, но опять же ждет вашего шага. И это уже, кстати, я заметила, не первый раз к нам приходят на расклад такие женщины. Может быть, потому что действительно их в жизни большинство таких, да, что вот сидят и ждут, вот когда же он меня заметит. Поэтому это такая, знаете, ваша будет надежда, опора, подспорье, как угодно называйте. Вот с этой женщиной
Все будет вместе, а взаимно. С этой женщиной вы можете вместе там готовить, кушать, может быть, либо же вместе убирать, там еще какие-то бытовые вопросы, там в осаду ли в огороде, да, что-то делать. То есть все вместе. И это будет просто потрясающая энергетика. Ну вот больше я не буду даже карту вытаскивать. Вот посмотрите, какой романтик и какие страсти вас ждут. Ради этой женщины вы будете в лепешку расшибаться, чтобы сделать ей приятно. Естественно, это будет все взаимно, потому что эта женщина, ну, очень взаимная, она уже вас жаждет. И то, что у вас романтик только начнется, жаркий кекс только начнется, да и вообще, я думаю, многие друзья вам будут просто завидовать, что у вас появилась такая женщина. Чего я вам всем желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!